Массированный удар по Украине. Первая атака дрона на Ижевск. Студент убил 8 человек в Китае. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Дрон врезался в цех оборонного предприятия в Ижевске. Это первая официально подтвержденная атака беспилотников на Удмуртию. Утром в цеху промышленного здания на окраине Ижевска взорвался упавший дрон, сообщил глава республики Александр Бричалов. В здании находится производство беспилотников. Об этом сообщает издание «7 на 7» и канал «Астра». В Украинском центре противодействия дезинформации при СНБО заявляют, что предприятие производит зенитно-ракетные комплексы ТОР, радиолокационные станции и другую военную продукцию. Один человек был госпитализирован. В Минздраве Удмуртии сообщили, что у мужчины травма головы средней степени тяжести. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. Удмуртия находится примерно в 1200 километрах от границы с Украиной. Ранее об ударах по региону с использованием беспилотников не сообщалось. Продолжая военную тему, ранним утром начался ракетный обстрел сразу нескольких регионов Украины. Об атаке крылатых ракет сообщили воздушные силы ВСУ. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Виннице и в других городах. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия провела одну из крупнейших воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. Для атаки российские военные использовали около 120 ракет и 90 беспилотников, говорит президент Украины Владимир Зеленский. В украинской столице в результате падения обломков ракеты загорелась крыша пятиэтажного дома в Печерском районе. Как минимум один человек пострадал. Об этом сообщила городская военная администрация. В Николаевской области одна женщина погибла, 2 детей и 4 взрослых пострадали в результате ночной атаки. Об этом рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Российская армия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Минэнерго Украины также заявила об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране. Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС в Перу. Разговор шел около 2 часов. Одной из тем стала война России против Украины. Байден выразил озабоченность тем, что Китай продолжает поддерживать российский ОПК. Китайский лидер, в свою очередь, заявил, что Китай прилагает необходимые дипломатические усилия для урегулирования конфликта в Украине. Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит челночную дипломатию и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации. Число отравившихся в школьной столовой в Чувашии достигло 205 человек. Об этом сообщил Минздрав республики. 6 детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении регионального Минздрава. Напомню, что ученики Новочебоксарской школы номер 4 начали массово обращаться за помощью врачей вечером в четверг. У всех обнаружили норовирус, острую кишечную инфекцию, для которой характерны диарея, рвота и боли в желудке. Управление Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим массовое заболевание. Огромная пробка на федеральной трассе Байкал уже несколько дней. Большегрузы, частные автомобили, пассажирский транспорт – все стоят в многокилометровом заторе. Ночью там сильные морозы, и водители разводят костры прямо на дороге. Вот второй день, что сидим, вот костер развели, уж бензина нету. Доехать тут вот что. Никого. Какой вон одна машина ГАИ стоит и все. У некоторых автомобилей почти закончился бензин. У многих подходят к концу продукты. На трассе по ночам до минус 20 градусов. Причиной затора стал сильный снегопад и то, что власти в таких погодных условиях не закрыли дорогу. Пробка собралась на нескольких участках. Сильнее всего затор в сторону города Петровск-Забайкальский. В МЧС заявили, что на дороге дежурят спасатели, готовые оказать помощь. При этом водители в видео говорят, что видят только одну машину дорожной полиции. По данным местных СМИ, инспекторы организовывают реверсивное движение и будут шоферов фур, чтобы те продолжали движение. Продолжаются протесты в Абхазии. Сегодня протестующие начали возвращать Минобороны самопровозглашенной республики технику, стоявшую у правительственных зданий.
Напомню, что люди вышли на улицы в Сухуми из-за инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протестующие прорвались в здание Национального собрания, а затем потребовали отставки президента Аслана Бжани. Он отказался. Силовые структуры встали на его сторону. Люди не покидают правительственный квартал. По ночам они жгут огонь, чтобы согреться. Во Франции задержали мужчину, который накануне захватил в заложники персонал ресторана в пригороде Парижа. Посетителей в момент захвата в заведении не было. Мужчина, вооруженный ножом, захватил 4 сотрудников и забаррикадировался в помещении с ними. Полиция оцепила район. Сообщалось, что мужчина заявлял о желании покончить с собой. Спустя 3 часа заложников освободили, а нападавшего задержали. Им оказался сын владельца ресторана. Позже сообщалось, что он страдает от наркозависимости. В Китае студент напал с ножом на людей в кампусе своего университета. 8 человек убиты, 17 ранены. Нападение произошло в городе Исин на востоке страны. Нападавшего удалось задержать. Выяснилось, что это бывший студент вуза, который не сдал экзамены и не получил аттестат об окончании университета. Ранее в октябре 50-летний мужчина с ножом совершил нападение у здания начальной школы в Пекине. Он ранил 5 человек, в том числе 3 детей. А в сентябре мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета в Шанхае. 3 погибли. Умер экс-солист группы «Нана» Владимир Левкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену музыканта. Ему было 57 лет. По информации канала «Шот», Левкин скончался сегодня утром в больнице после тяжелой болезни. Он был солистом группы «Нана» с момента ее основания в 1989 году продюсером Барри Алибасовым. Левкин покинул коллектив в 1998 и занялся сольной карьерой. В начале нулевых певцу диагностировали рак лимфатической системы. Он прошел несколько курсов химиотерапии и 2 пересадки костного мозга. Что же, это все новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие интересные видео, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы дублируем все свои выпуски, в том числе в аудиоформате для вашего удобства. И главное, берегите себя. Пока-пока.